Вы на канале «Горизонт событий». Планета меняется быстрее, чем мы успеваем за ней следить. Сегодня 27 мая, и прямо сейчас вы увидите главные природные аномалии, катаклизмы и чрезвычайные происшествия, которые потрясли мир за последние 24 часа. Китай продолжает сражаться с мощным ударом стихии, принесшим масштабные разрушения и наводнения сразу в несколько регионов страны. В провинции Цзяньсо катастрофическая ситуация сложилась в уезде Дунхай, где непрекращающиеся проливные дожди привели к затоплению основных автомагистралей. Сильные потоки воды парализовали городскую инфраструктуру, превратив центральные улицы в бурные реки, и заблокировали сотни автомобилей. Одновременно с этим сокрушительный удар пришелся по провинции Хэнань. В городском уезде Юньчэн рекордный уровень осадков вызвал резкий подъем грунтовых вод и выход местных водоемов из берегов. Вода стремительно затапливает не только дороги, но и первые этажи жилых домов, коммерческие объекты и сельскохозяйственные угодья. В пострадавших регионах введен чрезвычайный режим. Спасательные службы в круглосуточном режиме ведут эвакуацию людей из зон затопления. Метеорологи предупреждают, что этот дождевой фронт, вызванный активным переносом влаги из тропических морей, продолжит смещаться вглубь страны, угрожая новыми подтоплениями соседним регионам. На федеральной трассе Лена на юге Якутии последнюю неделю весны сохраняется крайне сложная и переменчивая дорожная обстановка. Затяжные майские снегопады парализовали отдельные участки магистрали в Алданском и Нерюнгринском районах. Несмотря на конец календарной весны, температура на юге республики колеблется в районе 0 градусов, из-за чего на проезжей части образуется снежный накат и гололед. Ситуацию усугубляет то, что многие водители уже успели сменить зимнюю резину на летнюю, а транзитные больше грузы из западных регионов зачастую оказываются не готовы к суровым межсезонным сюрпризам севера. На Камчатке с наступлением майского тепла начался сезон автомобильных подснежников. После аномально-снежной зимы, когда январские циклоны засыпали регион многометровыми сугробами, на полуострове наконец установилась плюсовая температура. Из-под стремительно тающих снежных завалов во дворах Петропавловска-Камчатского и соседнего Вилючинска начали массово появляться машины. Некоторые владельцы не откапывали свой транспорт с января, решив переждать суровый сезон. Однако весенняя оттепель принесла им жесткую реальность. Большинство оттаивших автомобилей пережили эту зимовку с колоссальными потерями. Под тяжестью снега у легковушек расплющены крыши, выбиты стекла, помяты кузова. При этом в отдельных спальных районах и на парковках у торговых центров сугробы все еще остаются по пояс. На Астрахань обрушилась пыльная буря. Шквалистый ветер, пришедший со стороны калмыцких степей, принес в город тонны песка и пыли, из-за чего видимость на дорогах серьезно сократилась. Порывы восточного и юго-восточного ветра достигали 27 метров в секунду. Стихия спровоцировала масштабное падение деревьев в жилых кварталах, массивные стволы падали на припаркованные автомобили, а в районе Десятки дерево и вовсе рухнуло прямо на крышу проезжавшего пассажирского автобуса. В микрорайоне Бабаевского сильный порыв ветра повалил строительный кран, при этом, к сожалению, погиб крановщик. Из-за перехлёста проводов зафиксированы массовые отключения электричества и сбои в работе светофоров. Региональная МЧС настоятельно рекомендует астраханцам оставаться дома, а в случае нахождения на улице держаться подальше от деревьев и рекламных щитов. Серьезное происшествие зафиксировано в турецкой провинции Орду. Из-за непрекращающихся проливных дождей на трассе Унья-Аккуш-Никсар, которая связывает Черномусский регион с провинцией Токат, сошел масштабный оползень. В районе Махалле-Читалпинар на участке Кызыл-Кая произошел провал дорожного полотна. Земля буквально ушла из-под колес. Глубина образовавшегося обрыва достигла 30 метров. Масса земли снесла 300-метровую подпорную стену и полностью уничтожила аналогичную
критичный по протяженности отрезок проезжей части. Власти перекрыли движение в обоих направлениях. На месте происшествия работают спасатели и дорожная техника. Сообщается, что из соображений безопасности водителей направляют по альтернативным сельским маршрутам. Специалисты предупреждают о сохраняющейся угрозе дальнейшего смещения почвы, поэтому ремонтные бригады смогут приступить к восстановлению дорожного полотна только после стабилизации грунта. В муниципалитете Иштлан-де-лос-Серворос в мексиканском штате Мичоакан прямо во дворе жилого дома в поселении Эль-Салитре забил новый гейзер. На опубликованных видеозаписях зафиксировано бурное и непрерывное извержение плотной грязевой массы и термальных вод высокой температуры, вырывающихся из-под земли. По данным властей Мичоакана, диаметр образовавшегося кратера уже превысил 4 метра. На данный момент пострадавших среди местного населения нет, однако сообщается, что в результате инцидента пострадали некоторые домашние животные. Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место ЧП, оцепили опасную зону и успешно эвакуировали жителей близлежащих домов. Из соображений безопасности власти также объявили о временной приостановке занятий в местном детском саду. Специалисты Национального центра предотвращения бедствий оценивают риски и природу геотермального проявления, напоминая, что данный регион расположен в сейсмоактивной вулканической зоне, известной своими горячими источниками. Как минимум 3 человека погибли и 6 пострадали из-за частичного обрушения старого путепровода на эстакаде Сео-Сумун в Сеуле. ЧП случилось в разгар дня в округе Соде-Мунху, когда на объекте проводились плановые демонтажные работы по сносу устаревшей конструкции. Верхняя часть путепровода внезапно просела и рухнула прямо на проходящие внизу железнодорожные пути, а также на проезжую часть, задев строительные леса и один из проезжавших автомобилей. Из-за обрушения моста на рельсы оказалось заблокировано движение поездов на участке между центральным вокзалом Сеула и станцией Синчхон. Полиция и столичная прокуратура уже сформировали специальную следственную группу, чтобы установить точную причину трагедии и проверить технику безопасности при демонтаже. Мощнейшая песчаная буря накрыла Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. Огромная стена из пыли и песка высотой в сотни метров буквально за считанные минуты поглотила оживленные городские кварталы и превратила день в глубокую ночь. Разгул стихии вызван столкновением мощного холодного фронта с сухими воздушными массами над пустынными регионами. В столице региона, городе Урумчи, а также в южных округах, видимость на дорогах упала местами практически до нуля. Автомагистрали оказались парализованы, водители были вынуждены останавливаться прямо на дорогах из-за нулевой видимости. Порывы ветра при этом достигали ураганных значений. Власти ввели наивысший уровень метеорологической опасности. Жителям настоятельно рекомендуют не покидать свои дома и использовать защитные маски, так как концентрация опасных частиц в воздухе превысила все допустимые нормы. Строительные и высотные работы в регионе полностью остановлены. Внезапное и разрушительное наводнение обрушилось на деревню Дидинга в районе Биау, округа Северный Гарантала в Индонезии. Катастрофическая ситуация была вызвана аномальными многочасовыми ливнями, из-за которых бассейн реки Биау переполнился, и бурные потоки хлынули прямо в жилые кварталы. Сильнее всего пострадала деревня Дидинга. Мощный поток воды полностью разрушил 3 жилых дома. Еще одно из зданий было смыто течением. В районе бедствия возникли серьезные перебои со связью, что сильно усложняет координацию действий экстренных служб. Синоптики предупреждают, что экстремальная погода в провинции Гарантала вызвана разворотом австралийского муссона в сторону тропического циклона к северу от Папуа, а это значит, что угроза новых подтоплений остается крайне высокой. В мексиканском штате Коауила вчера во второй половине дня в районе сельского округа Санта-Эулалия, входящего в муниципалитет Сарагоса, прошел торнадо. Вихрь возник из суперячейки во время прохождения грозового фронта, который пришел на территорию Мексики из соседнего американского штата Техас. Местные жители успели снять на видео гигантскую воронку, а также несколько сопутствующих вихрей меньшего размера, прошедших вблизи городов Хименес и Сьюдад-Акунья.
Управление гражданской обороны штата сообщило, что стихийное бедствие привело к повреждениям. Сильный ветер повалил деревья, сорвал кровлю и повредил фасады как минимум 11 жилых домов. Вслед за торнадо на регион обрушились сверхинтенсивные ливни с крупным градом, что вызвало локальные наводнения в городе Пьедрос-Негрос. На данный момент сообщений о погибших или пострадавших не поступало, спасательные службы ликвидируют последствия непогоды. Метеорологи предупреждают, что угроза формирования новых смерчей на севере страны сохраняется. На Камчатке вулкан Шевелыч произвел мощный пепловый выброс на высоту около 9 километров над уровнем моря. Облако пепла поднялось в верхние слои атмосферы, из-за чего для авиации ввели повышенный оранжевый код опасности. По словам вулканологов, Шевелыч сейчас извергается практически ежедневно. Большинство подобных выбросов происходит либо глубокой ночью, либо в пасмурную погоду. Поэтому вулканологам приходится фиксировать их исключительно по показаниям точных сейсмических приборов. К счастью для местных жителей, пеплопада в поселке Ключи на данный момент не зафиксировано, так как воздушные потоки уносят опасный шлейф в сторону от населенного пункта. Тем не менее, спасатели настоятельно рекомендуют туристам и местным жителям отказаться от любых поездок в районе подножия вулкана. Мощный торнадо прошел на северо-востоке Китая. Разрушительный смерч пронесся через уезд Миншуй в провинции Хэйлунцзян. Разбушевавшаяся стихия за считанные минуты нанесла огромный ущерб местной инфраструктуре и жилым кварталам. Гигантская воронка с корнем вырывала деревья, сносила крыши зданий и поднимала в воздух обломки конструкций. Основной удар пришелся на сельскохозяйственные угодья и пригородные постройки, где стихия перевернула несколько автомобилей и оборвала линии электропередач. В пострадавшие районы Миншуя направлены спасательные отряды и экстренные службы для разбора завалов и восстановления подачи электричества. Информации о погибших на данный момент не поступало. Местные власти призывают жителей сохранять бдительность из-за сохраняющейся угрозы сильных конвективных штормов в регионе. Аномальное нашествие комаров зафиксировано сразу в нескольких регионах России. Орды насекомых заполонили Подмосковье, Рязанскую, Нижегородскую, Свердловскую, Тюменскую и Волгоградскую области, а также Республику Башкортостан. В этом году летающие кровопийцы начали терроризировать россиян на 3-4 недели раньше обычного. Причина раннего нашествия насекомых – идеальные погодные условия, сложившиеся еще с зимы. Обилие снега создало естественную термоизоляцию, под которой комариные личинки и яйца пережили сильные морозы. Из-за весеннего таяния снегов образовались тысячи временных водоемов, представляющих из себя настоящие инкубаторы для развития насекомых. Раннее весеннее потепление, к тому же, повлекло ускорение процесса созревания личинок в 2-3 раза.